времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, и сегодня мы с вами будем изучать руны. Я вам уже говорила в своем сообществе, что у нас будут с вами уроки по рунам, по рунным ставам. Но для того, чтобы изучать саму магию рун, для того, чтобы иметь к ней какой-то доступ, для того, чтобы понимать, как строится магия рун и изучать рунные ставы, для начала нужно изучить сами руны. Как вы считаете? Я считаю, что это правильно, да? Сегодня мы с вами начнем с истории, углубимся в историю познания самих рун, откуда они появились, что такое руны, что они из себя представляют. И, конечно же, мы с вами сегодня изучим первые 3 руны старшего футарка. Всего в старшем футарке 24 руны. Почему только 3 руны мы сегодня с вами изучим? Потому что я считаю, чем меньше, тем лучше для начала, да, чтобы вы понимали, чтобы вы углубились в процесс, чтобы вы изучили каждую руну, и чтобы это не было слишком тяжко для вас и слишком затруднительно, скажем так, да, изучать эти руны. Поэтому для начала всего 3 уроки у нас будут выходить с вами регулярно на канале, на открытом канале, YouTube-канале. И все, кто подписан на меня, смогут их изучать. Все, кому нравятся руны и кому они интересны. С нами сегодня также рунная свеча. Рунные свечи, кстати говоря, я заливаю сама. Это обрядовые свечи. У нас с вами сегодня горит первый старший футарк, это руна Феху на благосостояние, благополучие. Все, кто хочет заказать обрядовую свечу, которая приносит достаток, дом, благосостояние, благополучие, процветание и деньги, конечно же, материальный достаток, пожалуйста, просьба обращаться в личку. Где-то здесь появится руна, картинка с руной, как она выглядит воочию, как она выглядит вживую. Руна полностью состоит из натурального воска, и, как я уже говорила, она заговоренная. Итак, наверное, начнем с истории рун. Да? На сегодняшний день формальное определение искомого понятия вообще, что такое руны, гласит, что скандинавские руны – это вид письменности, распространенный на территории Норвегии, Дании и Швеции в период с 1 по 12 век нашей эры. При этом каждая скандинавская руна определяется как буква рунического утхарка или по-другому алфавита. Однако значение скандинавских рун многообразно. Каждый символ обозначает не только конкретную букву, но также образ или совокупность образов. Сначала расскажу вам про саму историю рун. Слово «руна», как полагают историки и лингвисты, произошла от германского корня «ру», что означает тайну или секрет, как, кстати говоря, и таро, который также переводится как тайна. Это связано с тем, что руны представляли из себя некое тайное знание, говорить о всеуслышании, о котором не было принято. Первое упоминание о рунах встречается у Тацита и относится к 1 веку нашей эры. Одни историки склонны считать, что руны были изобретены тевтоническими племенами Северной Европы, тевтонскими или тевтоническими, их называют по-разному, еще в V веке до нашей эры. Другие считают, что руны являются плодом взаимодействия греческой и германской культуры во II веке до нашей эры. Но на самом деле официальная легенда гласит, что руны явил людям и богам верховный бог скандинавов Один, который был покровителем магии и поэзии. Согласно этой легенде, чтобы добыть тайные знания для людей и богов, Один 9 дней и ночей висит на ясени Игдрасиль, пронзенный копьем, и питает его корни, принеся свою кровь в жертву природе. Ясень этот имеет 9 ветвей и 9 корней, что соответствует 9 мирам скандинавской мифологии. Таким образом, ясень является точкой начала путешествия Одина по 9 мирам скандинавского космоса. То, что Один висит на Игдрасиле, пронзенный своим же копьем, символизирует ритуальное умерщвление его самого самим же им, то есть он принес себя в жертву, да? Это было ритуальное умерщвление. Чтобы путешествовать по 9 мирам, нужно было выйти за пределы этой реальности, а самый легкий способ сделать это для Одина – умереть в этом мире. Однако это далеко не уход в небытие, напротив, умереть должны лишь ложные части души, которые мешают ее развитию. Освободившись от них, все светлое вновь возрождается, но более мощным способом, чем до ритуальной смерти. Также то, что Один висит на Игдрасиле, испытывая боль и жажду, чтобы добыть мудрость для людей и богов, можно увидеть параллель с крестными страданиями Иисуса Христа на кресте. И тот, и другой претерпевают страдания, чтобы ценой своей жизни добыть духовное знание, которое изменит мир к лучшему. Таким образом, скандинавские руны – это боги, старейшины, помещенные в каждую букву рунного скандинавского утхарка или алфавита. Каждая
имеет свое значение и смысл, свое суждение и разум. Поэтому, пожалуйста, уважительно относитесь в работе к рунам обязательно. Главное, чтобы вы верили в них и уважали. Всего в старшем футарке, как я уже говорила, а изучать мы с вами будем именно его, 24 руны. Они делятся на 3 атта или ряда. Каждый ряд содержит по 8 рун. Это не случайно, так как число 8 у многих народов символизирует мудрость и гармонию. Это знак бесконечности, перевернутая лимниската. Помимо этого, число 8 состоит из 4 и 2. 4 помноженное на 2. 4 у многих народов символизировало 4 первостихии и 4 стороны света. Число 2 же символизирует борьбу добра и зла, вечную борьбу. Таким образом, число 8 символизирует, что именно борьба противоположностей привела в действие 4 первостихии, 4 источника света. Каждый рунный ряд имеет своего бога-покровителя. Таким образом, руны предстают не беспорядочным скоплением непонятных букв, а иллюстрируют представление древних скандинавов о космосе. Руны являются древним магическим инструментом, который при правильном пользовании и уважении к старейшинам принесет вам плоды и решит много ваших проблем и вопросов. Я подумала и решила, что изучать руны мы с вами будем не только на моем классическом домашнем инструменте, который близок мне в использовании. Эти руны я завела сама, это обычная эпоксидная смола. Но мы возьмем сегодня еще и колоду карт, где непосредственно по картинке будем изучать каждую руну старшего футарка в отдельности. Так вы почувствуете и поймете руны и будете ближе знакомы со значениями изображений на картах. С нами сегодня колода карт, которая называется «Старейшина футарка». Это не колода карт Таро, это оракул рунический. Приехала ко мне колода прямиком из Швеции. Это оригинал издательства Торвениус. Если у вас есть необходимость именно в картах с рунами, то вы всегда можете уточнить у меня в комментариях, либо в личке, где можно приобрести данную колоду, либо любую другую руническую колоду, потому что, ребят, я не уверена, что именно эта колода есть в наличии. Именно эта колода является лимитированным изданием, выдержана она в строго минималистичном стиле, черно-белый оттенок, ламинация глянец. Кстати, не очень люблю ламинацию глянец. Если вы будете снимать карты, не покупайте глянец, потому что я купила, и вот видите, он немножечко так отблескивает, да. Остаются здесь следы, остаются здесь следы от пальцев, что не очень красиво, да, поэтому имейте в виду, если вы будете снимать именно карты, если у вас есть свой YouTube-канал, то, конечно, лучше, чтобы не было отблика какого-то, покупать матовые именно карты. Карты, я думаю, что вам еще пригодятся, если вы будете именно изучать и углубляться в руны. Да? Если у вас есть вот такие руны или руны из любого другого материала, кстати, материал мы изучим с вами чуть позже, то, пожалуйста, изучайте по своим рунам. Не обязательно приобретать карты. На рубашке карты изображено то самое дерево Игдрасиль. Это основа вселенной в скандинавской мифологии. Как я вам уже говорила, это огромный ясень, который метафорически представляет собой скелет обозримого мира. Дерево, заключенное в змею Ураборос. Если можете увидеть, то вот здесь вот такая маленькая тоненькая змейка. Вот она съела сама себя. Это змея Ураборос, значение которой в репрезентации вечности и бесконечности. В особенности циклической природы жизни, чередование созидания и разрушения жизни и смерти, постоянного перерождения и гибели. Собственно говоря, да, Ураборос — это свернувшийся в кольцо змей или ящерица, кто как называет его, кусающий себя за хвост, как я уже сказала. Все это заключено в магический круг сансары, в котором бесконечно витают бессмертные руны. Вот они, да, по кругу ходят эти руны. Посмотрите, обратите внимание. Год за годом являющие себя, сменяющие друг друга человечество. Человечество меняется, руны остаются, никуда не деваются, соответственно, об этом речь. Итак, сегодня мы будем с вами изучать 3 руны. Первая руна у нас с вами Феху. Как я уже сказала, Феху вот у нас с вами стоит здесь, изображена на свече. Свечи мы делаем натуральные, из натурального воска. Это обрядовые свечи, непростые свечи. Они заговорены на достаток и благополучие в доме. Это свечи для денег специально, да. И руна Феху, мы, наверное, ее оставим сейчас с вами. И уберем все оставшиеся, которые нам с вами сейчас не нужны, чтобы вы не отвлекались. Итак, руна Феху. Руна Феху – это первая руна старшего, младшего и англосаксонского футарка. Феху или Феу. Можете записать себе и можете записать, как руна, собственно говоря, рисуется. Да? Палочка, 2 черточки вверх. Руна Феху. Записали, да, надеюсь?
Это первая руна первого атта или ряда в руническом санскрите. Руна Феху посвящена богу плодородия Фрейру и богине любви Фрейе. Название этой руны принято переводить как крупный рогатый скот. Обратите внимание на пасущуюся корову на лугу. Крупный рогатый скот, либо как деньги и богатство. В переводе с английского трансформация понятий, стоящих за руной Феху, объясняется тем, что в древнем мире скот, как движимое имущество, считался мерилом достатка и служил средством расчета. В дальнейшем соответствующую функцию, конечно же, возложили на деньги, поэтому руна Феху переводится как крупный рогатый скот, либо как богатство и благополучие. Руна связана с приобретением и накоплением материальных и духовных ресурсов. Эта руна также подчеркивает важность правильного распоряжения имеющимися ресурсами и аккуратного отношения к ним. Руна Феху символизирует не только материальные блага, но и духовное богатство и акцентирует внимание на важности духовного развития. Говорю помедленнее, почетче, чтобы, возможно, вы записывали себе, чтобы не забыть. Феху напоминает о том, что истинное богатство и благополучие каждого человека исходят изнутри. И не всегда они связаны именно с материальными какими-то активами, с материальными благами. Все, что у нас внутри, наша душа, наше естество, наша суть, это самое желанное для нас, это наше богатство. Наше богатство – это наша душа. Всем, думаю, понятно обозначение крупного рогатого скота теперь, на данной карте. А что же обозначает медведь? Вот здесь вот в уголке есть медведь, который орет, ревет. Причем здесь он вообще, спросите вы? Медведь в скандинавской мифологии был одним из воплощений как раз того самого бога Одина, что нам и явил руны, представил нашему вниманию. А угорь или мурена, которая ползет вот здесь, вот она, обратите внимание, говорит о тотемном животном. У очень многих народов мира мурена считалась тотемным животным, которое обозначало трансформацию человека, трансформацию его жизни, способность развиваться и измениться в соответствии с потребностями человека, что также относится к богатству, благополучию, процветанию. Также относится к богатству души и единению ее с природой. Если вы ищете перемен в своей жизни, возможно, угорь как раз и может послужить источником вдохновения для вашего собственного преобразования. Как, собственно говоря, угорь делает на протяжении всего своего жизненного цикла. Это руна Феху. Руна Феху – это богатство материальное, не только материальное, но и душевное богатство, богатство души, когда мы с вами полны душой, когда мы понимаем, что происходит в этом мире. Следующая руна. Вторая руна старшего, младшего и англосаксонского футарка, руна Уруза. Рисуется она вот так, палочка, 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 3 палочки, вот, собственно говоря, как скошенная такая, как скошенная буковка «П». Нарисуйте ее себе обязательно. Потренируйтесь рисовать руны обязательно, если вы изучаете руны. Семантически руна Урус переводится как «дикий бык», соответственно, поэтому у нас здесь голова быка изображена, что символизирует внешнюю силу и крепкое здоровье. Также руна говорит о выдержке и внутренней силе, о стойкости духа, способной справляться со всеми трудностями. Копнем глубже и рассмотрим руну более внимательно. Урус является древним магическим знаком, которого многие панически боятся, потому что не знают, как правильно с ним обращаться. Урус – это сила, внешняя, сокрушающая. Значение этой руны можно сравнить с такими явлениями природы, как ураганы, грозы, смерчи, наводнения, извержения вулканов, землетрясения. Мы никак не можем влиять на них, они не подвластны нашим желаниям. Дождь, он все равно пойдет тогда, когда должен пойти, и неважно, хотим мы этого или нет. Все, что можно сделать в этом случае, это отдаться этой силе, дать ей возможность пройти через себя, не препятствовать, не вставать на пути. Даже если негде укрыться от дождя, постоянно идти он не сможет, согласитесь. И когда-то эта стихия, упавшая на вас с неба, закончится. Помните фразу из фильма «Ворон»? Дождь не может идти вечно. Именно она максимально точно характеризует значение руны Урус. И продолжительность ее действия вечно идти не будет. Но не факт, что прекратится тут же.
Важно понимать, что основное значение руны Урус не только сила, но и трансформация, которая происходит, когда вы разбудите эту руну, если она вам необходима. Руна разрушает старые формы, отжившие связи, все то, что мешает нам развиваться и двигаться дальше. И боимся мы этого мощного символа и этой руны только по причине того, что не любим перемены, не хотим выходить из зоны собственного комфорта. Нам хорошо в том привычном мирке, который мы сами для себя создали, и нам страшно выходить за его пределы, и уж тем более расставаться с ним навсегда. Но порой это крайне необходимо. Именно тогда к нам и приходит эта руна. Руна Урус полезна в магии здоровья, так как ее женский аспект несет поток природных сил Земли, очищающий и исцеляющий. Особенно ее используйте, если вы применяете на магию здоровья, исцеление кого-либо, либо себя. Также для притягивания новой ситуации в вашу жизнь, инициирования новых обстоятельств. Конечно же, это будут перемены, причем кардинальные и всегда желанные, если вы применяете эту руну. Но они всегда окажутся к лучшему, и позже вы это непременно поймете. Руна необходима тогда, когда вокруг человека скапливается много всего ненужного, какая-то негативная энергетика, какие-то неэкологичные люди, хлам в доме в прямом смысле, да? Урус появляется именно за тем, чтобы уничтожить весь этот хлам. Приход и активация руны Урус может означать смену места жительства, уход с работы, разрыв социальных и личных контактов и связей, глобальное осознание человеком того, что он живет неправильно. Не нужно сопротивляться этой глобальной чистке, нужно принять ее и поблагодарить руну Урус за этот толчок в вашей жизни. Это руна Урус, который полностью трансформирует вашу жизнь и меняет ее к лучшему, несмотря на то, что сначала будет непросто и, прямо скажем, тяжело. Следующая руна. Сейчас мы с вами поговорим о весьма неоднозначном магическом символе, вызывающем обычно много вопросов. Это руна Туристас, значение которой может варьироваться от положительного до негативного, не только в зависимости от окружающих его знаков, но и от личного восприятия человека. Это довольно сложная руна, поэтому принять ее символическое поле получится далеко не у всех и не сразу. Мы попробуем разобраться максимально подробно. Издревле принято считать, что существует два царства – мирское и небесное. В небесном обитают боги, боги темного царства и боги светлого дня. Туристас является символом границы между царством небесным и мирским. Само слово туристас переводится как ворота. Подходя к этим воротам, человек должен признать существование высших сил и подготовиться к взаимодействию с ними. Простой тому пример. Допустим, вы хотите работать с рунами, вы сейчас их изучаете, да? Но вы, возможно, не до конца верите в собственные силы, которые будут вложены в эти руны, с коими вы будете взаимодействовать в дальнейшем. А значит, не до конца верите им вообще и не верите в существование чего-то более могущественного, чем вы извне. Тогда руна Туристас не поможет вам, а наоборот ударит вас своим обухом маленького топора. Обратите внимание, что руна выглядит именно как маленький такой топорик, как маленький клинок. И добавит вам в вашу жизнь много негативных моментов. Поэтому имейте, пожалуйста, в виду, что с данной конкретной руной стоит работать только если вы верите в высшие силы и мистицизм, если вы верите в себя, конечно же, да, если вы уже обучились рунам, если вы на практике использовали какие-либо другие руны, допустим, более легкую руну Феху, да, которая сейчас стоит у нас. Когда применяется руна Туристас и для чего она применяется? Очень часто выступает руна Туристас для полной трансформации своей жизни или открытия всех дорог. То есть если мы делаем человеку открытие всех дорог, расчищаем дорогу по финансовому каналу, по любовным взаимоотношениям, по здоровью, по профессии его и карьере, да, то мы ставим руну Туристас на рунном ставе с какой-то совокупностью рун. Да, об этом мы поговорим позже. Ставится руна также на защиту и привлечение любви. Руна Туристас – это тот самый молот, топорик нашего доброго знакомого Тора, чемпиона Асгарда из скандинавской мифологии, помните, да? Это руна мощи и силы, но той, что мы держим в руках, разрубая вот этим самым маленьким топориком. Руна нужна, чтобы ликвидировать все препятствия на нашем пути. Это руна Туристас. Руна Туристас ликвидирует все препятствия на нашем пути. Ставится она на защиту, на то, чтобы открыть все дороги, опять-таки ликвидируя все препятствия на нашем пути. Мы сегодня изучили с вами 3 руны. Это руна Туристас, это руна трансформации Уруза, и это руна благосостояния души и наших материальных благ, руна Феху или Феу.
И на сегодня наш с вами урок подходит к концу. Будет лучше, если, как я уже сказала, вы будете изучать по 3-4 руны каждый наш с вами урок. Так вы не будете насиловать свой мозг и точно запомните все, о чем мы с вами говорили на обучении, друзья мои. 20-25 минут в день будет вполне достаточно. Как я уже сказала, уроки будут выходить регулярно. Приобретите, пожалуйста, для себя руны или колоду карт с рунами, для того, чтобы вам было лучше и легче их изучать. Напоминаю вам о том, что у меня есть личные расклады. Я также провожу обряды как раз на рунных ставах, на здоровье, на любовь, взаимоотношения, на финансовое благополучие и процветание. Делаю чистки и ставлю защиту. Друзья, за всем этим можно обращаться ко мне в личку. До следующего урока, друзья мои. Я вас очень люблю. До новых встреч!